Еще раз всем добрый день. Меня зовут Алексей Кокорин. И сегодня наша встреча будет посвящена выключателям нагрузки в сфере OT и OTM. Мы познакомимся с ассортиментом, посмотрим, какие есть аксессуары для данной сферы и определим для себя преимущества данной сферы. Я предлагаю, если возникают вопросы, вы, пожалуйста, пишите в чате. Я буду стараться по ходу сразу на них отвечать, чтобы к концу нашей встречи они не забыли. Естественно, с чего мы начнем, это, конечно же, регламентирующие документы и основные определения. Прежде всего, стоит отметить, что выключательные нагрузки в сфере ВТ проходят по классификации ГОСТ 50.30, часть 3, как выключатели-разъединители. То есть могут выключать нагрузку в режимах рабочих перегрузок и в отключенном состоянии соответствует изолирующей функции. На схемах обозначается так, как показано. Таким вот образом. Вот это у нас свидетельствует как раз о том, что обеспечивается изолирующая функция. Причем она обеспечивается с двух сторон от выключательной нагрузки. И сверху, и снизу. Давайте посмотрим, в каких режимах перегрузки могут работать данные аппараты. Опять таблица из ГОСТа 50.30, часть 3, таблица номер 3. Большинство наших аппаратов проходит по категории применения АЦ-23А. То есть частая коммутация высокоиндуктивных токов. А именно, на включение аппарат способен выдерживать 10 номиналов. Вот отметьте для себя эти цифры. На отключение 8 номиналов. То есть, если взять аппарат на 1000 ампер, то на включение он способен выдержать 10 килоампер. На отключение, соответственно, 8 килоампер. Это все происходит при косинусе φ равном 0,35. То есть высокоиндуктивная нагрузка, например, от двухронный двигатель. И при 5% перегрузке по напряжению. Буква А категории применения говорит нам о том, что это аппарат для частой коммутации. Тут стоит немножко рассказать, наверное, про частые и редкие коммутации. Это совсем не значит, что мы подойдем к аппарату и можем, допустим, если у нас аппарат для редких коммутаций, мы можем там коммутировать раз в сутки, либо раз в неделю. Нет, это совсем не значит. Это определяет общее число коммутаций. Соответственно, у аппарата с категории А, то есть частой коммутации, количество коммутаций приблизительно в 5 раз больше, чем количество коммутаций у аппарата с категории Б. То есть, если взять общий срок службы аппаратов приблизительно 10 лет и разделить общее число коммутаций на срок службы, мы получим определенное количество коммутаций в сутки либо в неделю. И исходя из этого уже и определяется вот этот редкий либо частый коммутации. Нам никто не мешает подойти и любым аппаратом целый день включать либо выключать. Он от этого из строя не выйдет. У него может выйти количество коммутаций, если мы их исчерпаем. Но, соответственно, сам аппарат все эти коммутации он выполнит и часто, и редко играет. Аналогичная таблица есть и на постоянный ток, но, наверное, сейчас она не так актуальна. Здесь идет соотношение индуктивной и реактивной составляющей в токе на постоянном напряжении. И вот как раз по поводу коммутации. Категория А, категория Б. Общее число коммутаций, но, как я и говорил, где-то в 5 раз различается. Если взять уже более-менее существенные токи. Допустим, от 630 ампер. То есть мы видим, что общее число коммутаций 3000 у категории А и всего лишь 600 у категории Б. И это как раз и определяет, что этот аппарат категории Б подходит для редких коммутаций. Аппараты категории А, соответственно, для частых коммутаций. Еще раз повторюсь, что линейка ОТ подразумевает коммутации по категории А, то есть частных коммутаций. ГОСТ 50.30, часть 1 дает нам немножко странное определение температуры окружающего воздуха. То есть, в принципе, чтобы аппарат проходил по этому ГОСТу, необходимо, чтобы он мог работать при температуре всего лишь минус 5 градусов Цельсия.
Мы в компании понимаем, что это немножко готово для России, и провели внутренние испытания и подтвердили, что наши аппараты могут работать от минус 40 до плюс 55 градусов Цельсия. То есть практически вся территория России, на ней может использоваться данные аппараты. Причем большинство этих аппаратов уже прошли, скажем так, испытания в реальных условиях. То есть наши клиенты подтверждают еще раз, что аппараты работают от минус 40 до плюс 55 градусов Цельсия. Естественно, соответствует всем стандартам ГОСТ, МЭК, и часть аппаратов соответствует стандарту американскому UL. Для чего это нужно? Бывают ситуации, когда какое-то технологическое оборудование поступает на предприятие, и в составе этого оборудования есть аппараты, например, OT, которые проходят по классификации UL, это американский стандарт. Соответственно, если по какой-то причине они вышли из строя, то их можно заменить на аналогичные аппараты, которые также будут соответствовать сертификации UL. Это очень необходимо. Сертификат ГОСТ сейчас заменяется на сертификат Европейского Содружества, если я не ошибаюсь. Но эти сертификаты также у нас присутствуют. Аппараты включены в ручной регистр и в морской регистр. Давайте познакомимся с ассортиментом. Вот для начала немножко истории. История завода, который производит аппараты серии OTM, насчитывает уже более чем 100 лет. То есть вот от того вида, который изначально был этих аппаратов, он пришел уже к привычному нам пониманию. Это компактный аппарат. За все время завод накопил достаточно большой багаж знаний, и постоянно происходят какие-то изменения, либо модернизация аппаратов. Сегодня мы стараемся познакомиться с некоторыми новинками, которые вышли за последние годы. То есть на месте завод не стоит. Если рассматривать области применения аппаратов OTM, то можно с уверенностью сказать, что они применяются везде, где есть электрический ток. Это и распределение, и производство, и транспорт, особенно с ростом применения на постоянном токе. Применение на транспорте, оно тоже с каждым годом увеличивается. Это и промышленность, и, конечно же, свет. То есть можно с уверенностью сказать, что где есть электрический ток, там необходимо на вводе ставить выключатель нагрузки, чтобы обеспечивать безопасность проведения любых работ в сети. На этом слайде представлена вся линейка аппаратов от 16 до 4000 ампер. Все аппараты выходят под единой маркой OT. На сегодняшний день это самая полная номенклатура на рынке. И плюс ко всему стоит отметить, что это еще и самые компактные аппараты на рынке. Они ими были, и они ими, я думаю, останутся и в дальнейшем. Условно можно разделить на две группы. Аппараты до 160 ампер и аппараты от 160 до 4000 ампер. Они немножко различаются схемой построения. Мы сейчас в этом убедимся. До 160 ампер аппараты выпускаются в трех исполнениях. Это промышленное исполнение, темно-серый пластик, установка либо на монтажную плату, либо на генерику. Давайте посмотрим на этот аппарат поближе. Вот таким образом выглядит самый маленький аппарат на 16 ампер. Линейка от 16 до 40 ампер, она будет вот в таком вот исполнении. Здесь аппарат может устанавливаться либо на генераторе стандартном 35 мм, либо с помощью креплений устанавливается уже на монтажную плату. На самом аппарате есть ручка непосредственного монтажа, маленькая, но достаточно удобная для того, чтобы проводить коммутацию, если это требуется именно на самом аппарате. Можно выводить рукоятку на дверь кармана с помощью вот таких вот следующим образом. Можно поставить ручку селекторного типа, либо ручку я. И тогда у нас получается, что мы можем дистанционно через дверь
управлять данным аппаратом, включая какую-либо нагрузку. Далее у нас идут аппараты дверного монтажа. Они мало чем отличаются от серии промышленной, но у них отсутствует передняя рукоятка. Давайте тоже на них посмотрим для сравнения оба аппарата вместе. Вот так вот будет выглядеть аппарат дверного монтажа. То есть вы видите, здесь как раз у нас присутствует отверстие, за которое аппарат может крепиться как раз к двери. И таким образом это будет выглядеть. Здесь у нас будет проходить плоскость двери либо боковой поверхности шкафа. Он поставляется без ему каждый раз необходимо заказывать свою рукоятку. Как один из вариантов крепления, это может быть крепление вот такой вот. Это рукоятка, которая у нас крепится на дверь. Она может привинчиваться, либо просто прикручиваться. И уже на эту рукоятку у нас будет просто защелкиваться наш аппарат. Если он будет висеть на этой рукоятке, к нему подключаются необходимые провода. Сзади он будет выглядеть вот таким вот образом. Будет написан номинал данного аппарата, его маркировка и пронумерованы все клеммы, плюс основные параметры данного аппарата: ток, напряжение и так далее, категория применения. И таким аппаратом можно, соответственно, в двери будет управлять. Плюс данная рукоятка позволяет в выключенном состоянии повесить один навесной замок и заблокировать данный аппарат от включения. Далее у нас идут аппараты модульного исполнения. Их отличие от аппаратов промышленного исполнения всего лишь в цвете пластика. То есть, если более подробно их рассмотреть, у них будут абсолютно такие же параметры технические, но цвет пластика уже будет более привычный, скажем так, в быту. Это светло-серый пластик. Они устанавливаются на пин-рейку, либо на монтажную плату. Их размеры выровнены для соответствия линейки System Pro OTM модульных автоматов. То есть, когда мы ставим под пластрон, у нас все элементы управления находятся в одной плоскости. Аппараты выглядят следующим образом. Например, это аппарат на 125 ампер. Так он будет выглядеть. Соответственно, для примера аппарат на 16 ампер промышленного исполнения. Актуально, если на них посмотреть сбоку. Мы видим, что если поставить их вместе на линейку, то органы управления промышленного аппарата, они не будут выходить на вот эту плоскость модульных аппаратов. То есть будет необходимо предусмотреть какое-то специальное исполнение такого аппарата. Если же посмотреть на аппарат модульного исполнения, который устанавливается на генераторе от 16 до 40 ампер, он будет выглядеть следующим образом. То есть вот сейчас они выровнены полностью. Органы управления в одной плоскости находятся. В одном случае поворотная рукоятка, и в другом случае поворотная рукоятка. Опять-таки, при ближайшем рассмотрении модульный аппарат от 16 до 40 ампер представляет из себя не что иное, как промышленный аппарат, но вот с такой вот накладкой, которая увеличивает его размер по высоте, как раз для удобства управления им в обычном модульном шкафу. Возвращаемся к презентации. То есть все три линейки, они идут в одинаковом диапазоне токов от 16 до 150 ампер. Аппараты промышленного исполнения отличаются цветом пластика, это темно-серый пластик. И есть рукоятка непосредственно монтажа, которая на них установлена, на все линейки. Аппараты дверного монтажа поставляются без рукоятки.
Ну и, естественно, модульные аппараты тоже идут сюда. По поводу маркировки. Маркировка происходит следующим образом. OT – это название серии. Далее идет номинальный ток 16, 25, 40, 63 и так далее. Буква F обозначает, что это аппараты для установки на монтажную плату. Это темно-серый пластик. Буква N – это, соответственно, модульные аппараты. Светло-серый пластик, размер от пластмассы. И буквы FT, две буквы, это означает, что аппарат дверного монтажа. Далее идет число полюсов. Чаще всего это 3. Иногда бывает 4. Соответственно, 3 полюса, либо 4 полюса. Скажу сразу, что аппараты трехполюсные мы поддерживаем на складе. Четырехполюсные чаще всего будут под заказ, если это не подаваемо. Самый простой способ получить четырехполюсный аппарат – это просто-напросто заказать трехполюсный и к нему дополнительный силовой полюс, который также поддерживается на складе. В итоге вы получите точно такой же аппарат, но который вы соберете самостоятельно. Просто присоедините дополнительный силовой полюс к трехполюсному аппарату. Он может ставиться либо справа, либо слева. Но это обеспечит вам, в принципе, наличие на складе, точно такую же стоимость и отсутствие ожидания. Если же вам необходима именно заводская сборка трехполюсного аппарата, то, соответственно, придется его подождать. Гораздо проще собрать его самостоятельно. Особых усилий там не требуется. Так, по ходу маркировки отметили. Далее. Ну, еще раз можно посмотреть на модульные серии, то есть вот как раз показано, что они полностью соответствуют дизайну модульной серии аппаратов и по высоте соответствуют модульным автоматическим выключателям. В этой же линейке от 16 до 32 ампер у нас вышли аппараты на постоянный ток. Выглядят они следующим образом. Вот такие вот аппараты выпускает наш эстонский завод. В данном случае аппарат на 16 ампер. Достаточно массивный, зато ручка переключается очень легко, практически одним пальцем. Состоит из нескольких уровней. Каждый уровень представляет из себя отдельный полюс аппарата. Полюса соединяются последовательно для того, чтобы получить нужное нам напряжение. Аппараты представлены в трех исполнениях. Это двухполюсные аппараты, которые способны коммутировать постоянный ток на напряжении 660 вольт. Аппараты трехполюсные, которые способны коммутировать на постоянный ток на напряжении 1000 вольт. Заметьте, это единственный аппарат в мире, который способен тремя последовательно соединенными полюсами коммутировать напряжение 1000 вольт по постоянному току. И, соответственно, четырехполюсный аппарат, который в принципе проходит по напряжению 1200 вольт, но это уже переходит в разряд среднего напряжения, поэтому в нашем ассортименте они не сертифицированы. Они у нас проходят как 2 на 660 вольт. То есть две нагрузки на постоянном токе на 660 вольт мы можем коммутировать одним аппаратом. Пока что это небольшой ассортимент токов от 16 до 32 ампер, но это специализированные аппараты на постоянный ток. Уже, кстати, нашедшие свое применение в промышленности. У нас несколько клиентов как раз специально заказывают именно такие аппараты. Далее. Аналогичные аппараты есть в дверном монтаже. Опять-таки вы видите, что у них нет рукоятки. Они ставятся за подлицо на внутреннюю поверхность двери и наружу выносится только рукоятка. Тоже двухполюсное и трехполюсное исполнение от 16 до 32 ампер. Сам по себе аппарат достаточно интересен,
Но область его применения можно существенно расширить, если применять его вместе с дополнительными аксессуарами, такими как различные рукоятки, дополнительные числовые полюса и дополнительные контакты. Можно отметить для себя цифра 5 – это дополнительные контакты, которые могут ставиться как справа, так и слева. Цифра 4 – это дополнительные числовые полюса, которые могут устанавливаться самостоятельно, и как раз из трехполюсного с помощью дополнительных числовых полюсов можно получить трехполюсный аппарат. Это различные переходники цифра 2, которые позволяют заносить рукоятку на дверь шкафа. То есть сам аппарат стоит внутри шкафа на двери или на монтажной плате. Рукоятка выносится на дверь шкафа. Это может быть ручка селекторного типа, цифра 9, либо рукоятки пистолетного типа, цифра 1, которую я как раз показывал. Различные комплекты преобразования, цифра 12, кабельные крышки и кабельные наконечники. Мы рекомендуем применять кабельные крышки для того, чтобы увеличить степень защиты сборки до IP2.0. То есть сделать более, скажем так, безопасной с точки зрения обслуживания шкафа. Либо чего. Для аппаратов дверного монтажа также существуют свои аксессуары, их немножко меньше. Здесь уже нет ручек непосредственного монтажа, здесь рукоятки выносные и дополнительные силовые полюса. Здесь они свои. Дополнительные крышки кабельные и кабельные зажимы. Здесь уже никаких комплектов преобразования, то есть это аппарат сам по себе достаточно простой. По поводу рукояток. На этом слайде представлены все рукоятки непосредственно монтажа, то есть это та рукоятка, которая ставится на сам аппарат. Повторюсь, аппарат выставляется с рукояткой, но рукоятка достаточно маленькая. Если мы делаем 1-2 коммутации в сутки, этого достаточно. Если же нам необходимо проводить коммутации почаще, то, соответственно, рекомендуется ее заменять на более массивную рукоятку, большего размера, которые как раз показаны на слайде. Более ходовая — это OHBS-9, это черная рукоятка удлиненная. Постараюсь ее показать. Она у меня установлена, но на реверсивном аппарате. Посмотрим. Это вот такой вот аппарат. Вот эта рукоятка. Для примера аппарат стандартный рукоятка. И, конечно же, вот на таком аппарате на 63 ампера реверсивном будет больше рукоятка. Опять ей переключать достаточно сложно. Это же рукоятка, все переключения производим с легкостью. Включили, выключили, перевели на вторую линию. Это все происходит быстро и без особых усилий. Здесь также на аппарате показаны кабельные крышки, о которых я говорил, которые обеспечивают нам лицевую поверхность и, в принципе, достаточно надежную защиту от прикосновения к свидетельским частям. Крышки промаркированы, легко снимаются и также легко одеваются обратно защелкиванием. Аналогичные крышки есть и для модульных аппаратов, которые также одеваются очень быстро. Все, крышка зафиксирована, она достаточно надежно зафиксирована. Чтобы снять ее, нужно немножко тянуть вверх. Тоже легко снимается. С точки зрения монтажа занимает считанные секунды, но с точки зрения безопасности это обеспечивает нам дополнительную безопасность от прикосновения к свидетельским частям. И, в принципе, вот эта рукоятка тоже достаточно удобная. То есть аппарат на 125 ампер, я переключаю для там. Так, коллеги, вопросы пока не возникают, правильно? Далее, рукоятки селекторного типа. Выглядят они так, как показано на слайде. Ставятся на дверь и позволяют через дверь управлять аппаратом. Где-то у нас в маркировке, посмотрим каталог, давайте, кстати, сейчас откроем каталог. Посмотрим на некоторые страницы каталога, которые
который как раз относится к рукоятке. Побыстрее. Вот эта рукоятка. Обратите внимание, ряд позиций в каталоге выделены жирным. Это как раз те позиции, которые поддерживаются на складе. У них и код, и сам тип, они выделяются жирным цветом. И часть рукояток, как я уже говорил, проходит с кодом RUH в конце. Данные три буквы обозначают, что вся информация на рукоятке будет на русском языке. Не on, off, а включено, отключено. То есть вот комментарий в каталоге. Индикация положений на русском языке. Включено, отключено. Сама рукоятка будет выглядеть следующим образом. У нас будет написано отключено и включено. Более понятная маркировка. Начнем с презентации. Рукоятки селекторного типа бывают с блокировкой навесным замком, либо без такой блокировки. То есть рукоятка OH1, она идет без блокировки, OH3 с блокировкой одним навесным замком, OH2 с блокировкой до 3 навесных замков. Течение переходника, на который данная рукоятка устанавливается, 6 на 6 мм. Соответственно, каким образом заказывать такой аппарат с ручкой селекторного типа? Это заказывается сам аппарат, к нему заказывается рукоятка, переходник для рукояток селекторного типа. Он отличается от этой части, которая входит в зацепление с рукояткой. Есть такой полукруг. И выбранная рукоятка селекторного типа. Переходники бывают разной длины, и вы уже по факту выбираете, какой вам необходим внутри шкафа. Их можно впоследствии отпилить, то есть лучше брать с небольшим запасом. Ну, соответственно, с этой стороны его можно отпиливать так, как нам будет необходимо. Устанавливается он внутрь рукоятки. И здесь винтом он фиксируется на аппарате. Переходник остается на аппарате. Когда мы открываем дверь, рукоятка на двери, она выходит из зацепления вот этой части переходника и позволяет открыть дверь. Во включенном положении у нас рукоятка блокирует дверь от открытия. То есть если у нас рукоятка выносная на дверь и у нас аппарат включен, то мы уже дверь открыть не сможем. Это опять сделано для безопасности. Рукоятки управления пистолетного типа. Есть специальная красная рукоятка с желтым основанием и есть обычный черный рукоятка. Опять маркировка RUH обозначает, что вся информация будет на русском языке. Включено, отключено. И рукоятки отличаются длиной рабочей части. Если обратиться к каталогу, то вот они эти рукоятки, и у них различные длины. Для аппаратов от 16 до 125 ампер рекомендуется 45 рукоятки. Но, в принципе, 35 тоже будет достаточно. 65 у нас является такой наиболее ходовой рукояткой. Она, естественно, поддерживает платформу. Вот переходник с течением 6 мм. Выглядит она следующим образом. Такая простая рукоятка. Крепится двумя винтами на дверь. Соответственно, в включенном положении блокируется переходник, и его уже нельзя извлечь и открыть дверь. Вот эта маленькая рукоятка, по-моему, 35-я. Для небольших аппаратов ее более чем достаточно.
в выключенном состоянии позволяет повесить до 3 навесных замков и заблокировать аппарат от включения. Соответственно, при заказе вы выбираете выключатель нагрузки, переходник для рукояток пистолетного типа. Здесь будет отличаться вот эта часть, которая входит в сцепление с рукояткой, и саму рукоятку пистолетного типа. Ну и все рукоятки на одном стороне. Количество рукояток, оно достаточно большое, и для любого применения можно найти необходимую рукоятку. Дополнительные силовые полюса. Наиболее ходовое, это, конечно же, одновременное прикрепление контакта. Вот он здесь показан. Может ставиться либо справа, либо слева от аппарата. И из трехполюсного мы делаем четырехполюсный аппарат. Достаточно востребованный это раннее включение и позднее отключение. То есть, когда у нас происходит коммутация нейтрали без горения дуги. То есть, у нас сначала включается нейтраль, потом включается основная силовая группа. Либо наоборот, сначала включаются основные силовые контакты, потом горит дуга, происходит отключение. И только после этого уже без дуги у нас включается нейтраль. Плюс для каких-то специальных применений есть нулевой провод, некоммутируемый, либо нулевая схема, которую можно в случае необходимости произвести коммутацию вручную, независимо от основной контактной группы аппарата. И защитное заземление. Тоже элемент можно применить. Кабельные зажимы позволяют подключать на аппараты до 120 мм квадратных. Тоже, в принципе, ускоряют достаточно сборку, но нет необходимости каким-то образом предварительно обжимать на кабель либо провод. Мы просто-напросто вставляем его в зажим, докручиваем и зажим уже вставляем наш аппарат. Есть специальные заблокировки, которые преобразуют два аппарата в реверсивную схему, либо три аппарата в байпасную схему. Это иногда тоже достаточно востребовано. Хотя можно взять уже готовые реверсивные либо байпасные решения. Ну и доп-контакты, сразу скажу, доп-контакт у нас универсальный, подходит на всю линейку аппаратов от 16 до 4000 ампер. Это мы ставим, наверное, до 4000 ампер. Один и тот же доп-контакт подходит. Есть специальные решения заводские, 6 и 8-полюсные аппараты. Сейчас они становятся все менее актуальными, поскольку у нас в линейке появились аппараты на постоянный ток. А 6 и 8-полюсные аппараты как раз применялись на постоянном токе. То есть набиралось определенное количество полюсов последовательно, и это давало нам большее значение напряжения на постоянном токе. Их можно сделать так же самое самостоятельно с помощью комплекта преобразования. Мы берем в данном случае два трехполюсных аппарата и к ним еще два дополнительных полюса. Берем отдельно комплект преобразования и получаем 8-полюсный аппарат. Либо можно заказать его сразу на заводе. Но повторюсь, сейчас уже можно взять аппарат специализированный на постоянный ток, гораздо более компактный и более удобный в переключении. Далее переходим к основному ассортименту. Это аппараты от 160 до 4000 ампер. Здесь немножко другая структура условного обозначения. Обратите, пожалуйста, на это внимание. ОТ – название серии. Номинальный ток 250 ампер. Буква Е – это соответственно стандартом МЭК. И далее идет конфигурация полюсов и количество полюсов. 0,3. Это означает, что аппарат трехполюсный. 0 полюсов у аппарата находится слева от механизма переключения. Здесь у нас будет 0. И, как вы видите, 3 полюса находятся справа от механизма переключения. Здесь у нас 3 полюса. Давайте посмотрим, чтобы я отвлекал.
Соответственно, может быть конфигурация 1-2. То есть у нас один полюс будет слева, два полюса справа. Давайте я покажу такие аппараты. Ну вот, например, аппарат, как раз который конфигурация 1-2. Вот, один полюс расположен слева и два полюса справа. Такая конфигурация может быть абсолютно любая, то есть может быть как 0,3, так и 3,0, когда у нас все три полюса расположены слева и справа у нас 0 полюсов. Все зависит от того, где нам нужно, чтобы располагался механизм переключения. Здесь представлена вся линейка аппарата. В одном и том же типоразмере чаще всего находится несколько номинальных токов. В самом маленьком размере у нас находятся токи по 60, 200, 250. И дальше они уже идут по нарастанию. И самый последний габарит включает в себя токи 3200 и 4000 ампер. Все аппараты строятся по классической схеме, где каждый полюс представляет из себя независимый элемент. Вот у нас аппарат на 160 ампер. Вот мы видим, что каждый полюс представляет из себя вот такой вот независимый элемент, который набирается рядом с механизмом переключения и позволяет включать необходимые нам схемы. В данном случае двухполюсный аппарат, это может быть и однополюсный аппарат, если это необходимо, и трехполюсный, и четырехполюсный аппарат. Соответственно, мы можем взять этот полюс и ставить его в другую сторону, получить нужную нам схему. Посмотрим на полюс поближе. Если его забрать, то у нас будет включен. Мы видим вот такой вот подвижный контакт и два вывода из корпуса, которые также являются неподвижными контактами. Опять-таки, здесь предусмотрена система разрешения в каждом полюсе, стальные пластины, специальная конфигурация. Там подвижный контакт. Вы двигаетесь на смотрение, ставите сюда. Два таких подпружиненных вывода, которые в процессе работы входят в зацепление с неподвижным контактом, и каждый раз, когда такое происходит, у нас происходит зачистка контакта. Вы видите, что у нас контакт не приземной, а как бы скользящий контакт. Соответственно, каждый раз включая и выключая аппарат, у нас происходит зачистка контактной группы. То есть у нас в процессе коммутации нагар на подвижных контактах не образуется. Они каждый раз зачищаются. Плюс ко всему, конечно же, такой вот способ контакта, он повышает количество точек контакта, снижает переходность в зоне контакта, и у нас снижаются потери на нагрев. Если вы будете заказывать шлюзы, он будет идти как раз в комплекте с такими шлюзами, которые будут необходимы для его подключения.
трехполюсного оборота. Это шпильки как раз рассчитаны на ответ полюса. Если мы прикрутим с любой стороны между правой и левой, аппарат готов работать. Аппарат запускается либо с возможностью управления через дверь, так мы включаем и выключаем. Либо есть другая примера. Давайте об этом чуть-чуть попозже. Вернемся опять-таки к презентации. Далее у нас стандартное исполнение аппаратов. Вот заводские. Это двухполюсное, трехполюсное, четырехполюсное и шестиполюсное исполнение. Это те типы аппаратов, которые вы можете заказать и получить их готовым изделием. Либо, пользуясь дополнительными словами прицеля, собрать самостоятельно из трехполюсного в трехполюсного аппарата. В этом диапазоне токов от 100 до 500 ампер также вышла новинка на постоянный ток. Специальное исполнение аппаратов. В данном случае я вам покажу аппарат на 100 ампер на постоянный ток. Отличительной особенностью данных аппаратов является то, что с помощью двух полюсов, последовательно соединенных, мы можем коммутировать постоянный ток на напряжение 1000 вольт. Опять-таки, это единственный в мире аппарат, способный проводить такие коммутации. И плюс ко всему, это единственный аппарат с видимым разрывом на постоянный ток. Это окошко, через которое у нас видно состояние контакта. Я совсем забыл отметить, что аппараты серии OTM на токе от 125 ампер и выше идут с видимым разрывом. То есть аппараты, как мы раньше видели, модульного исполнения и промышленного исполнения, они от 125 ампер и выше идут уже с видимым разрывом. Аппарат не чувствительный к полярности, то есть каждый полюс такого аппарата представляет из себя симметричный элемент, который точно так же набирается на механизм переключения, и нужное количество полюсов у нас получается. Это могут быть расположения, как показано здесь, схема 1.1, либо схема 0.2, либо схема 2.0. То есть два полюса слева, два полюса справа. Но на постоянный ток наиболее, наверное, интересно это именно расположение. Один полюс справа, один полюс слева. Итак, давайте посмотрим на этот аппарат. Это аппарат, повторюсь, на 100 ампер. Информацию можно получить на языке. ОТДЦ 100 Е11. 100 ампер, 1000 вольт рабочего напряжения. Один полюс справа, один полюс слева. Для примера аппарат на 160. Аппарат постоянно ток, он все покрупнее. Если разобрать полюс такого аппарата, то мы с вами увидим, что контактная группа практически такая же, небольшие изменения, но существенные изменения претерпела система долгогашения. Все процесс гашения дуги на постоянном токе, он весьма сложный. То есть вы видите гораздо большее количество пластин для гашения дуги в каждом разрыве. И плюс ко всему пластины имеют специальную конфигурацию и создают так называемую ломаную дугу. То есть они изгибают дугу и впоследствии ее рвут. Плюс для улучшения гашения дуги используются постоянные магниты в каждом полюсе, которые увеличивают магнитное дугу и затягивают саму дугу в систему дугогашения. В принципе, в основном аппарат сильно похож на аппарат для отменения. Чуть-чуть массивнее.
и переработанная система разгружения. Постоянные модули сразу разрыв. Кроме того, на линейку стандартных аппаратов от 160 до 800 ампер есть возможность использовать боковое управление. То есть есть ряд аппаратов, которые идут для бокового управления. Либо это с ручкой непосредственно монтажа, либо без рукоятки, и можно вынести рукоятку на боковую поверхность шкафа и управлять им боковой поверхностью, если такое необходимо. И всегда такие аппараты будут готовы для фронтального управления. При случае необходимости можно поставить переходник и управлять им спереди. Далее, давайте посмотрим на количество аксессуаров, которые применяются к таким аппаратам. Прежде всего, конечно же, это выносные рукоятки пистолетного типа. Здесь уже никаких селекторных рукояток не будет. Переходники. Это либо сечение 6 на 6, либо на большие токи от 315 ампер. Это уже будет сечение 12 на 12. То есть более такой массивный переходник для передачи усилий. Различные кабельные зажимы, дополнительные контакты. Причем до контакта, смотрите, контакт на аппарате от 160 ампер ставится под крышку механизма переключения. То есть вот сюда, вот на самый маленький аппарат мы можем поставить два контакта. Сюда один, сюда второй. Дополнительные силовые полюса, 4 тоже разных конфигураций. И различные кабельные крышки и кабельные зажимы. Если нам недостаточно того количества дополнительных контактов, которые ставятся под крышку, мы можем сверх того поставить еще 8 дополнительных контактов с помощью специального аксессуара. Это модуль дополнительных контактов ODA28. Он ставится с левой стороны от аппарата, прикручивается двумя снарядами, и внутрь этого модуля дополнительных контактов можно поставить еще 8 дополнительных контактов. Здесь показано 2, можно еще 6 сюда поставить и обеспечить одновременное переключение данных дополнительных контактов с основной силовой группы контактов. Это опять-таки, если требуются какие-то сложные системы управления, взаимных блокировок и стабилизации. Обратите внимание, что на аппараты также выпускаются ручки непосредственно монтажа 309, которые также ставятся на место вот этой крышки механизма переключения. Она снимается и устанавливается рукоятка непосредственно монтажа. Есть небольшой переходничок для того, чтобы соединить его с самим аппаратом. Вот он здесь виден. И 2 нареза для того, чтобы это все зафиксировать на аппарат. При этом мы можем, соответственно, открыв дверь шкафа, получить доступ к управлению аппаратом OTM. Эта рукоятка также может блокироваться в выключенном состоянии до 3 навесных замков можно ее поставить. Какие у нас существуют рукоятки? Стандартные рукоятки пластиковые, усиленные рукоятки на большие номиналы. Здесь в самой рукоятке внутри расположен стальной стержень, который делает ее, во-первых, более массивной и облегчает переключение. Плюс, кроме всего прочего, сама рукоятка, она немножко отстоит от поверхности шкафа. Ей более удобно брать, чем такую рукоятку, в достаточно маленьком состоянии. Рукоятки усиленные, они как-то более удобные на большие точки. Конечно же, не надо ее ставить на аппарат на 300 ампер.
Это все-таки на 1000, 1600, 2, 2,5 на большую точку. И есть полностью металлические рукоятки серии Язда. Такой с карболитовым шариком на конце. Такой привет из 80-х. Тоже, как ни странно, достаточно востребованная ряда наших клиентов. Каким образом происходит заказ такого аппарата? Все аппараты идут без рукояток. Соответственно, нужно заказать сам аппарат, переходник для рукояток пистолетного типа и саму рукоятку пистолетного типа. Либо сам аппарат и рукоятку непосредственно монтажа. Здесь уже дополнительных переходников не нужно. Так, еще раз про доп. Контакты. Как я уже говорил, разное количество доп. Контактов ставится под крышку механизма переключения от 2 до 8. Если этого мало, используем аксессуар OEA 28 и в него ставим еще плюс 8 доп. Контактов. То есть на аппараты можно поставить от 10 до 16 доп. Контактов. Я думаю, этого более чем достаточно. Кабельные зажимы различных конфигураций выпускаются. Можно подключать с помощью таких зажимов до 600 квадрат на один вывод аппарата. Обратите, пожалуйста, внимание также, что выводы аппаратов 160 ампер и выше расположены строго по центру самого аппарата. Вот он вывод. И позволяют подключить кабель с наконечником как с одной стороны, так и с другой. Два кабеля одновременно на один вывод. Это достаточно удобно, наконечники не накладываются друг на друга, не происходит пересечения, и в любом случае у нас получается надежный контакт. Если нам требуется провести быстрый монтаж, быстрое подключение кабеля, не тратя время на то, чтобы обвязать кабельный наконечник, типа кольцо, мы можем использовать вот такие вот зажимы, которые позволяют нам просто зачистить кабель и подключить его вот такой вот зажим. Сразу скажу, что зажимы такие весьма дорогостоящие. Допустим, такой зажим позволяет подключить до 250 квадрат алюминия, независимо от того, какой до 220 квадратных миллиметров. Это написано на самом зажиме. Плюс немаловажный момент. В этом зажиме есть вот такая вот маленькая клемма для подключения информационных проводов. Для того, чтобы, допустим, снять напряжение и подать его на какой-нибудь измерительный элемент. Нам не нужно задумываться, каким образом прикрепить маленький проводочек на достаточно массивную клемму. Можно использовать такой зажим и подключить с помощью данного зажима одновременно и силовую часть, и информационную часть, причем этот контакт всегда будет достаточно надежным. Скажу, опять-таки, еще раз повторюсь, весьма дорогостоящее удовольствие, но оно себя оправдывает, когда нужно увеличить скорость монтажа. Чтобы делать монтаж, не знаю, в 3 раза быстрее или в 5 раз быстрее. Большой объем заказов, и нужно быстро собрать шкаф. Ну, конечно, такие элементы, как дополнительные зажимы, они могут ускорить сбор. Далее, различные пеленные крышки, межфазные перегородки. Давайте все посмотрим. Гораздо проще, чем так, чтобы представить. Кабельные крышки. Вот таким вот образом выглядит. Это маленькая кабельная крышка. Устанавливается простым защелкиванием. Все, она установлена. И большая кабельная крышка, вот таким вот образом она выглядит. Устанавливается так же самое. Просто защелкивается внутри аппарата. Все, у нас обеспечивается надежная установка данных крышек. Кольцевую поверхность и боковых поверхностей у нас обеспечивает систему защиты антиданных. Здесь они выламывают необходимое нам течение специального кабеля
Если у нас, допустим, гибкая шина, то можно использовать такие вот небольшие кабинеты, которые также легко снимают, как и устанавливают. Ее можно поставить как сверху, так и снизу, и, соответственно, обеспечить эти защиты. Сейчас снимается, мы можем поставить такие крышки, и вы даже после того, как у нас изменится. В принципе, это недостаточно недорого. Межфазные перегородки на аппараты до 800 ампер это такие же перегородки, как на аппаратах серии TEM. То есть нет необходимости заказывать отдельный держатель на складе, можно использовать побольше перегородок для TEM и их использовать на аппаратах серии OTM. Они точно так же просто вставляются и защелкиваются. На токе от 800 ампер и выше, там свои бесплатные перегородки, они приведены в каталоге. Механические электрические блокировки тоже дополнительные элементы, которые позволяют заблокировать аппарат либо местно с помощью навесных замков, либо дистанционно путем подачи управляющего напряжения от 24 вольт постоянки до 230 вольт переменки. Выбирается необходимая катушка, устанавливается в механическую блокировку, и у нас получается электричество. И нужным нам напряжением, либо с помощью контроллера, либо каким-либо другим способом, мы блокируем данный аппарат. Причем конфигурация блокировки может быть разная. Можно блокировать в включенном состоянии, можно блокировать в выключенном состоянии. В зависимости от тех целей, которые мы с вами преследуем. Здесь показано, каким образом устанавливается 4-й полис. Не знаю, как у вас, но у меня немножко такая картинка. Винты идут в комплекте. Это включается. Далее. Контактная группа. Мы, в принципе, о ней уже поговорили. И механизм переключения. Здесь показаны как раз пружины, которые... Давайте мы тоже посмотрим с помощью камеры. Здесь у нас видны эти пружины, которые расположены внутри механизма переключения. Вот одна пружина, вот вторая пружина. Если мы будем управлять аппаратом, вот мы включаем аппарат. У нас пружины начинают движение, выходит в центральное положение и, естественно, мгновенно переключается в включенное положение, либо в выключенное положение. То есть для коммутации используются одни и те же пружины. Благодаря этому у нас всегда все включения и все выключения будут происходить с одним и тем же усилием, поскольку у нас механизм не зависим от оператора действия, благодаря нашим пружинам. И это же дает нам возможность применять эти аппараты, даже не только возможность, это определяет аппарат как категорию применения А, то есть частой коммутации, благодаря тому, что у нас контакты переключаются с помощью пружин. Возвращаемся к презентации. Двойные контакты также вот здесь видно, как установлены внутри корпуса. Первый контакт, второй контакт. Устанавливается простым защелкиванием внутри корпуса, но прежде чем защелкнуть, рекомендуется все-таки подключить провода, потому что потом их вытащить, бывает проблематично. То есть нужно иметь некоторый навык вытаскивания стоп-контактов из механизма переключения, потому что их можно сломать, когда вытаскивать. Подключаем провода, защелкиваем внутри. Все. Давайте больше туда не лазим. А провода до контактов можно аккуратно вдоль всего корпуса проложить, поскольку крышки с полюсов достаточно легко снимаются. И вот здесь у нас есть канал для того, чтобы проложить провода вдоль всего корпуса и вывести где-то сбоку. То есть они у нас в разные стороны от аппарата болтаться не будут. Опять-таки их можно вывести либо вниз, через специальные провода, либо вверх. Это тоже есть ответ. Чаще всего, конечно, вдоль всего корпуса их проводят, где-то там справа выводят.
Давайте, кстати, продемонстрируем видимый разрыв. Сейчас аппарат у нас отключен. И мы, в принципе, можем с вами видеть силовую часть контакта. Вот мы видим, что у нас контакт в открытом состоянии находится, аппарат отключен. Если же аппарат включить, то мы с вами можем увидеть через окошко в корпусе, у нас произошло включение. Мы смотрим, мы контакты не видим, у нас разрыва нет. При включении у нас появляется видимый разрыв. Это одно из требований, которое предъявляется к данному аппарату. Далее, достаточно часто возникает необходимость включить на туннельные клеммы шину. Как это сделать? Это сделать очень просто. Есть специальный аксессуар для аппаратов серии OTM. Это такая вот шинная разводка, которая подключается на места, на туннельные клеммы и позволяет, во-первых, немножко разнести между собой выводы из корпуса, особенно вот если два рядом расположены, и, во-вторых, позволяет подключить шину, такие аппараты на небольшой точке. Вот это как раз аппарат на 125 ампер с видимым разрывом. Промышленное исполнение и длиннее от 16 до 160 ампер. То есть еще раз подчеркнем этот момент. Аппараты с видимым разрывом выпускаются на токе от 125 ампер до 4000 ампер. Ну вот о чем я говорил. Два кабеля с наконечником по кольцо, и они подключаются на один вывод. Нам ничего не мешает с задней стороны аппарата. Мы можем это сделать. Кабельные несложные перегородки и так далее. Кабельные зажимы, кабельные крышки. До 600 квадратов можем включить на выводы аппарата. Места крепления аппарата могут поворачиваться на 90 градусов для того, чтобы подобрать именно необходимое нам место крепления аппарата. Мелочь, но приятно. Без особых усилий они могут поворачиваться на 45 градусов. Если же открутить вот эту ленту, то мы можем переставить его вот на это положение и получить угол поворота 90 градусов. Иногда это бывает достаточно актуально. Могут ставиться в любом положении, и на полу, и на потолке, и на боковой поверхности, с любым наклоном в любую сторону относительно горизонта. Вообще ГОСТ дает некоторые рекомендации по вертикальной установке. Но работоспособность никаким образом от любой другой установки не нарушится. Благодаря тому, что используется механизм независимо от оператора действия. То есть пружина. Как бы мы ни крутили рукоятку, в каком бы положении не был расположен механизм, мы можем всегда с одинаковой скоростью, с одинаковым усилием включать и выключать аппарат. Это же дает нам возможность подводить питание как сверху, на верхнюю выводы аппарата, так и снизу на нижнюю выводы аппарата, поскольку каждый полюс аппарата он симметричен. Но все-таки есть рекомендация строить систему распределения сверху вниз. То есть у нас сверху подается питание и дальше пошло распределение. Аппарат подходящий. Основная идея в том, что отключая этот аппарат, мы понимаем, что снизу у нас безопасно. Здесь напряжения нет. То напряжение подается на верхние клеммы. Отключив аппарат, мы снизу обеспечиваем отсутствие потенциала на клеммах. То есть безопасную работу. Если же строить структуру распределения снизу вверх, то по привычке, отключив аппарат, мы можем прикоснуться к нижним клеммам, которые в данный момент даже при отключенном аппарате будут находиться под напряжением. И получить электротравму. Для специальных применений
существуют аппараты с увеличенным межфазным расстоянием. То есть это монтажная система шин. Наиболее распространенное это межфазное расстояние 185 мм между серединами полюсов. Стандартная система шин 185 мм. Нам нет необходимости каким-либо образом изгибать ее для подключения на аппарат. Мы просто встраиваем аппарат в систему шин, просто разрезав эту систему шин. И есть межфазное расстояние 140 мм. Эти позиции также доступны для заказа и достаточно ходовые, определенной атаки. 2000 ампер, 2500 ампер. Переходник может по длине либо отпиливаться, либо пропускаться насквозь. Если сзади у нас ничего не мешает, мы можем просто взять длинный переходник, насквозь его пропустить, зафиксировать на нужной нам длине. Либо мы можем также аппаратом управлять сзади. То есть, пропустив переходник насквозь, можем сзади управлять аппаратом. Допустим, аппарат на большой точке, там, например, 250 ампер, закрепить на двери и через дверь сзади им управлять. В зависимости от требований и от необходимости. Такое сделать можно. Здесь показаны полюса различных аппаратов уже на большие точки. 1250 ампер, 1600 и 2500 ампер. Увидите, что количество отверстий для крепления шины оно будет отлично. С ростом тока количество отверстий оно увеличивается. Для того, чтобы более плотно подключить шину, обеспечить более удобный монтаж и обеспечить механическую жесткость крепления шины. Потому что при включении и отключении пусковых токов возникают динамические силы, которые стремятся вырвать эту шину из крепления. То есть возможно различные движения этой шины при таких больших токах. Чтобы это не происходило, мы надежно фиксируем ее уже на токе от 1600 ампер. Допустим, двумя болтами мы фиксируем шину. Так, ГОСТ 5030, часть 1 дает нам дополнительные требования к безопасности. А именно, в аппарате должны присутствовать либо видимый разрыв, либо четкая индикация положения как на самой рукоятке, так и на аппарате, продублированной, либо возможность получать информацию о состоянии главных силовых контактов с помощью механических элементов, расположенных внутри аппарата, а именно топ-контактов. В наших аппаратах произведены все три возможности, хотя требуется только одна из трех. В прошлом году вышла новинка. Это аппараты с моторным приводом на токе от 40 до 125 ампер. Достаточно компактные аппараты. Моторный привод универсальный, работает с диапазоном напряжения от 110 до 250 вольт и на постоянке, и на переменке. Эти аппараты могут устанавливаться в труднодоступных местах и управлять какой-то определенной нагрузкой. Могут встраиваться в схему АВР и отключать неприоритетную нагрузку. Тоже достаточно востребованный аппарат. Самое главное, это компактный. Это самый компактный аппарат с моторным приводом, существующий на рынке. Ну и, естественно, стандартный наш ассортимент аппаратов с моторным приводом от 160 до 2500 ампер. То же самое могут устанавливаться в труднодоступных местах и дистанционно управляться путем подачи управляющего напряжения. Соответственно, на сегодняшний день от 40 до 2500 ампер аппараты с моторным приводом присутствуют в ассортименте. Отдельно моторный привод, сразу скажу, не поставляется. Аппарат идет только в сборе. То есть, купив изначально аппарат для ручного управления, мы никоим образом его превратить в аппарат для дистанционного управления не можем. Только готовым изделием. Есть специальное исполнение аппаратов на токе от 1000 до 2500 ампер. Это так называемый заземляющий выключатель нагрузки, у которого есть два положения: отключено и заземлено. Чаще всего ставится где-то внизу в сборке и служит для обеспечения безопасной работы на линии в условиях заземления этой линии. То есть для обслуживания. Есть внутренние блокировки, которые предусматривают невозможность одновременного включения вводного выключателя нагрузки серии Т, либо ТМС Т7, либо ЕМС с помощью прочеков.
и заземляющий рубильник. То есть одновременно их включить нельзя. Если такая версия, как показана на рисунке, где система пылесос повернута относительно механизма переключения на 90 градусов, они более компактные. Либо стандартная схема, то есть механизм расположен так же, как и пылесос. Так, на сегодняшний день это все. Мы с вами прошли тему, посвященную выключательным нагрузке серии OTM. Следующая тема это будет реверсивная выключательная нагрузка и система АВР. Если какие-то вопросы возникли, пожалуйста, задавайте. И через несколько мгновений мы начнем с вами тест. На этом наш вебинар завершается. Приглашаем вас на другие вебинары, которые будут посвящены выключательной нагрузке. Это реверсивные аппараты, это выключатели бокса, решения для АВР и классковые переключатели. Будет ряд таких вебинаров, посвященных теме выключательной нагрузки. Спасибо большое за внимание и до новых встреч. Если будут возникать вопросы, можете направить их по электронной почте. Спасибо и до свидания.